Прежде чем мы начнем анимировать наш прыгающий мяч, одна из самых важных вещей, которые ты должен понять, это интерполяция, выбор времени и интервалы. Выбор времени и интервалы — это два из 12 принципов анимации. Интерполяция — это нечто совершенно новое, поскольку интерполяцию между двумя ключевыми кадрами выполняет компьютер, в то время как в прошлом они анимировали все, добавляя рисунки и зарисовки. Время — это темп. Это тот момент, когда мяч отрывается от земли, поднимается в небо, а затем ударяется обратно о землю. Это определяется ключевым моментом анимации или в крайнем случае, крайним высоким положением и крайним низким положением в данном случае. У нас есть хронометраж 12 кадров, чтобы добраться до самого высокого положения, и 12 кадров, чтобы вернуться на Землю. Интервал — это разница положения нашей сферы от одного кадра к другому. Мы можем легко отобразить интервал, перейдя в опцию объекта «Траекторию движения», установив кадр от 0 до 24 и нажав «Рассчитать». Затем мы создаем кривую, которая проходит через разные точки, которые отмечают положение начала координат нашей сферы на каждом ключевом кадре. Расстояние между этими точками — это наш интервал, и этот интервал основан на времени нашей анимации и интерполяции между двумя ключевыми кадрами. По умолчанию интерполяция Blender установлена на Безье. Что он делает, так это то, что он создает ускорение, когда объект движется от ключевого кадра, и замедление, когда он прибывает на следующий ключевой кадр. Это известно как ослабление и ослабление в значении, что вы ослабляете ключевой кадр, оставляя его для ускорения. И вы ослабляете в следующем ключевом кадре, замедляясь прежде чем достичь или попасть в его положение. Так что, по сути, у нас очень медленное движение, и оно ускоряется по пути. На 12-м кадре оно достигнет своей максимальной скорости. Значит, интервал будет самым большим. И когда он приблизится к 24-му кадру, он замедлится. Это то, что интерполяция Безье делает по умолчанию. Ты можешь изменить режим интерполяции, выбрав весь ключевой кадр с помощью A и нажав клавишу T. Это откроет панель интерполяции, где мы сможем выбрать, какую интерполяцию будет использовать наш ключевой кадр. Есть много разных готовых интерполяций, но нам нужно сосредоточиться только на самой первой. Если быть до конца честным, я никогда не использовал все остальные, но они могут быть очень полезны, если вы хотите создать быстрое движение, например, для Motion Design. Но в нашем случае мы будем в основном работать, используя эти три во время курса. Давай выберем линейную интерполяцию. Как только я ее выберу, поведение мяча изменится, и мы получим более роботизированное движение. На вкладке «Траектория движения» я нажму на путь обновления, и теперь мы можем видеть, что интервал между разными кадрами всегда одинаков. Интервал ровный. Если мы умеем сравнивать и линейную интерполяцию и интерполяцию Безье, мы можем видеть, что время одно и то же. Они достигают самой низкой и самой высокой точки одновременно, но на Безье у нас есть разница в интервале. Так что у нас есть разница в скорости мяча, в то время как в линейном она постоянна. Линейная интерполяция очень полезна для роботизированных движений или для настенных циклов, например, когда нога находится на земле. Вернемся к нашему движению, я выберу все клавиши, нажму сочетание клавиш T и установлю его постоянным. Я обновлю траекторию, и теперь мы можем видеть, что мяч меняет положение только тогда, когда он достигает следующего ключевого кадра. Так что это считается постоянной интерполяцией или без интерполяции, и это идеально, чтобы сосредоточиться на времени вашей анимации. Это тот вид интерполяции, который мы используем, когда блокируем анимацию. В большинстве анимаций блокировка — это первый этап, и это очень важно. И мы начнем блокировать нашу анимацию прыгающего мяча в следующем видео.
Ступенчатая интерполяция также может быть очень полезна, когда вы хотите придать своей анимации стиль стоп-движения, как в этом примере. Подводя итог, мы видели, что интерполяция происходит между двумя ключевыми кадрами. Что мы можем изменить режим интерполяции с помощью клавиши T, что интерполяция Безье допускает ускорение и замедление или ослабление при ослаблении, что линейная интерполяция имеет постоянную скорость. В то время как постоянная интерполяция не показывает никакой интерполяции, и это хорошо, чтобы проверить ваше время.